Тема деления нуклидов как объективные, достоверные и доказательные свидетельства их FGA-структуры. Я бы хотел сказать, что в принципе деление нуклидов – это огромная тема, которая в прошлом веке преобразила совершенно многие философские взгляды, социальные, политические и даже экономические. Этот процесс был использован для вооружения, как вы знаете, 2 бомбы были сброшены, для строительства ледоколов, атомных подводных лодок и так далее. И тем не менее, до сих пор имеются некоторые взгляды, которые не могут пояснить, как же можно обосновать и доказать разного рода эффекты, которые сопутствуют делению нуклидов. Ну вот, прошло уже почти 20 лет с тех пор, как я написал первое представление о том, как осуществляется этот процесс деления нуклидов, но с тех пор ничего не изменилось. Известно, что в огромном числе литературы приводятся вот такие картинки. Деление нуклидов. Это научно-популярные. Имеются научные работы. Вот такая картинка, 1 к 1. Но если здесь научно-популярное изложение, вот такое, на основе таких картинок, то здесь на основе такой картинки написано «Теория ядерного деления». Ни меньше, ни больше, ни меньше. Теория. В принципе, тема деления нуклидов очень огромная. Я отсюда выберу лишь некоторые моменты. Ну, первый момент, что нуклиды – это есть часть фундаментальных структур, и нуклиды состоят из конституентов, которыми являются протоны и нейтроны. Год тому назад я нудно и подробно рассказывал о структуре протонов и нейтронов и говорил, что в принципе структура динамической протона-нейтрона, которая была мне представлена, такая же тривиальная вещь, как суждение о том, что Ангара вытекает из Байкала. Обсуждать нечего. Вот на структура, которая подтверждается всеми экспериментами. Мы будем говорить о моделях или описаниях. Как известно, модели описания составляются из гипотез, постулатов, а также результатов экспериментов. Я буду опираться только на результаты достоверных экспериментов, которых проведено огромное количество. Это количество зафиксировано в справочниках, в разного рода монографиях. В частности, имеется книжка «Регистрация и спектроскопия и спектрометрия». Метрия, измерение осколков деления. Тут приведены данные, многие из них я использовал и в своем докладе. В основном я буду опираться на анализ этого процесса для ограниченной совокупности нуклидов. Значит, я возьму лишь вот такие нуклиды, как радий, торий, и включая до фермия. Четные нуклиды, у которых число протонов четное, потому что нечетные нуклиды в основном распадаются по бета-распаду, а вот для четных нуклидов накоплен огромный экспериментальный багаж. Итак, из огромного числа проблем, которые связаны с делением, я выберу очень ограниченное число небольших подразделов. Ну, кратко остановлюсь на истории изучения феномена нуклидов. Далее, особенности несимметричного и симметричного нуклидов. Кластерная структура делящихся нуклидов и ее определяющее влияние на массовые спектры и химический состав осколков деления нуклидов. Сошлюсь на относительный выход осколков деления и характеристики их массовых и химических спектров для некоторых изотопов, о которых я уже говорил. Ну и в конце расскажу немножко о моем взгляде на методологическое значение феномена деления как критерий достоверности и доказательности предлагаемых моделей всех нуклидов. Феномен деления нуклидов позволяет прощупать, измерить структуру нуклидов достоверно и доказательно, поскольку делящиеся осколки деления представляют собой
некоторые подструктуры основного исходного нуклида. Ну, начну с истории. Как известно, впервые феномен деления нуклидов был зафиксирован группой Энрико Ферми. Вот пятерка здесь представлена. Ну и как сам Ферми здесь рисовал, что ударяется некий снаряд, в частности тепловой нейтрон, который вот так вот делит нуклид. Но это было его такое представление. Это было в 1934 году, и все они предполагали, что феномен реакции нейтрона с экраном из урана, феномен вспышек, является реакцией, когда нейтрон поглощается ядром мишени и возникает некоторый нуклид, который имеет номер за ураном, там нептоний, плутоний и так далее. Однако почти в это время Ида Ноддак, который был выдающимся химиком, химико-физиком, значит, она предположила в том же почти году, что возможно, что процесс взаимодействия нейтрона с ядром является не получением последующих нуклидов, а делением исходного нуклида на несколько крупных осколков. Это было в 1934 году. Это было опубликовано, однако ее соплеменники Ган и Мейтнер сказали, что химики, они ничего в ядерной физике не понимают, это все предположения бессмысленные. Однако Ида Ноддак не сдавалась, поскольку в это же время в группе Жильёва-Кюри Ирен Жильёва-Кюри обнаружила в продуктах реакции лантан. Лантан номер 57, уран номер 92. Значит, лантан почти в 2 раза легче исходного урана. Как это может быть? Ноддак написала еще раз в 1937 году. Однако Ган ответил, что это чистейший абсурд. Все его дураки, ничего не понимаете. Однако в это же время продолжались эксперименты и в Париже, и у самого Гана в Берлине. Я уже говорил о лантане. И в принципе Отто Ган и его сотрудник Штрасман обнаружили в продуктах реакции барий. Они были очень, как и все немцы, пунктуальные химики, и ошибиться в том, что это барий, не могли принципиально. Они перепроверили много-много раз. Они об этом написали статью и сказали, что деление вроде бы по представлениям физики невозможно, но мы получили барий. Естественно, Лиза Мейтнер, которая уже в это время эмигрировала в Швецию, понимала, что Отто Ган и его сотрудники ошибиться не могут. И поэтому было предложение, которое было высказано Такер Ноддак, было воспринято всерьез, и, в принципе, Мейтнер со своим племянником Фришем решили, что это действительно какое-то деление. Фриш отправился в Копенгаген, к Бору в институт, провел соответствующие реакции, и по энергии, которая выделялась в этом процессе, точно обнаружил, что это деление, никакого другого процесса, кроме деления на мелкие осколки или на 2 осколка, быть не может. Подчеркиваю, с начала этого процесса 1934 год и конец процесса, конец 1938 года, прошло 4,5 года. Лучшие лаборатории в мире в Париже, в Берлине исследовали этот процесс, но не могли прийти к правильному виду. Почему же это было? Вот мнение члена группы Ферми Энрико Амальди. Возможность деления мы не восприняли всерьез, хотя позднее не могли понять, почему. Почему? Никто
на этот вопрос ответить не мог, почему же 4,5 года выдающиеся группы не могли правильно вопрос сформулировать. Однако, после того, как было обнаружено деление, все стали умные, все нашли. И лантаны, и барии, и криптоны, стронцы, и циркони, все нашли сразу, в течение буквально 3-4 месяцев. Все удостоверились, что действительно деление на мелкие осколки. Каков механизм этого деления? Механизм деления высказал Нильс Бор с Уиллером, что механизм деления – это нечто деление капли жидкости, что вроде исходный нуклеид урана – это есть некий шар типа жидкостной капли из каких-то атомов жидкости. И, соответственно, эта методология, которую поддержал и Френкель, материализована вот в таких теориях. Теория ядерного деления. Капельная модель вообще всех нуклидов, в том числе и делящегося нуклида. Капельная модель. Однако были проведены очень точные многочисленные эксперименты в Японии, в США и так далее, в Германии и, естественно, в СССР, которые точно установили, что деление является, осколки деления урана не являются одинаковыми ни по массе, ни по составу химическому, а имеют двугорбый характер. И вот даже я первая книжка, которую я с удовольствием изучил, это была книжка на английском 1973 года, которая цитировала результаты 1962 года. Легкий осколок, который имеет массу от, скажем, тут 90 и до 100, и тяжелый осколок, который имеет массу от 133 до 144. Вот два пика. Почему имеется такой спектр осколков? Прошло со времен эксперимента Гана уже почти 50 лет, да? Даже 70, 38, 18 минус 38, это получается 80 лет, да? До сих пор вот эта парадигма, которая представлена в такого рода рисунках, она вот такая. В современной книжке для учеников 11 класса «Углубленный курс физики», 3-я часть, на обложке приведена вот такая картинка, правда, не вертикальная, а горизонтальная. Издание 2018 года. Этого года. В этом году до сих пор учат будущих специалистов по физике по этим картинкам. Для меня это колоссальный вопрос. Как МРД? Почему не могли представить, что действительно имеется некий процесс совершенно не такой, какой описан в предыдущих вариантах? Ну, вот я буду этого рода в основном и касаться вопросов. Вопрос. Является ли такое деление двугорбое только для урана? Для плутония такое же, это эксперимент первичный. Для Калифорнии такое же. Естественно, что в принципе состав осколков, особенно меньше осколка, меняется, но в принципе двугорбое деление. Двугорбое деление. Ну и соответственно, в книжках, которые подобных этому, ставятся вопросы. Вопрос такой. Почему при низких энергиях возбуждения деление тяжелых осколков ядер асимметрично? Отмечаем характерные черты асимметрии. Асимметрия является сильно выраженным эффектом. Сильно выраженным. Уран двугорбый, плутоний двугорбый, Калифорний двугорбый, сильно выраженный. Второе черта. Асимметрия – простой эффект. Распределение осколков по массам состоит из двух более-менее гладких горбов, а тонкая структура горбов в верхней части пика выражена слабее, чем основной двугорбой структуры. То есть более-менее плоская структура горба, чем сами горбы. Далее, асимметрия скорее универсальный эффект,
Потому что распределение осколков по массам при низкой энергии во многом одинаково для всех тяжелых элементов. Постоянство размеров тяжелых осколков, по-видимому, не случайно и имеет фундаментальное отношение к природе деления. Действительно, если мы сравним осколки, то мы увидим, что для урана, плутония практически осколок тяжелый совпадает и по массе, и по массе, и по химическому составу. Но для Калифорнии чуть-чуть больше, естественно, потому что Калифорния – это номер 98, а 92 уран. Большая разница исходных структур по массе осколков. Но практически такой же. Почему? Какой ответ? Значит, надо было дать ответ и на этот вопрос. Ну и, наконец, продолжение. Все это цитируется книжка Халперна «Деление ядер» 1962 года. Вывод, который делается: должно существовать некоторое однозначное, неопровержимое, то есть однозначное и простое, на пальцах двух рук, не более того, объяснение асимметрии деления. Ну и, соответственно, было, не подлежит сомнению тот факт, что совершенно непогрешимое объяснение до сих пор не получено и ставит проблему распределения по массам и в класс непопулярных головоломок. Ну и, наконец, вывод, что вполне возможно, что правильное объяснение все же будет дано. Но я как-то себе решил, что я имею некоторое право высказать, что такое объяснение правильное будет дано в последующих слайдах и в моем изложении последующем. Итак, вернемся к делению урана. Это наиболее популярный для бомб и для реакторов изотоп урана-235, который бьет наибольшее сечение деления теплового нейтрона. И, соответственно, вот спектр осколков деления урана. Значит, я в этот весь спектр классифицировал следующим образом. Имеются вот эти с очень малой вероятностью выходы: обрыв пика, далее основание пика, далее внешние склоны пиков, слева и справа, вот эти внешние склоны пиков, два пика, левый и правый, далее внутренние склоны пиков, далее основание пиков и, наконец, дно. Но мы видим, что, в принципе, для урана-235 вероятность получения осколков с такой массой примерно на 3 порядка меньше, в 700 раз. Это вот на 100. И, значит, в этой области, в области пиков, вероятность примерно одинакова, около 6%. Ну и выделяется вот один такой выброс, рог носорога, я его так называю, при числе 134 нуклона. Значит, почему такой выброс? Ну, очевидно, связано с тем, что какой-то отдельный осколок, в частности, это осколок, как я покажу потом, является осколом Телур-134 с наибольшей вероятностью. Имеются и другие изотопы, но эта вероятность наибольшая. Это Телур-134. Почему? Почему обрывается распределение при такой вот массе и при составе химическом цинк, в основном цинк? Почему при цинке обрывается распределение осколков? Ниже нет ни железа, ни никеля, ни тем более германия или кальция. Германия есть, кальция. Ну и, соответственно, имеется обрыв справа тяжелого осколка. Почему дно вот такое? Каков химический состав пиков? Вот на все эти вопросы ответа, согласно этой теории, никто не дал. Ни в одной книжке ответа на эти примитивные и простые вопросы никто не дал. Почему? Очевидно, потому что эта модель неадекватна реальной модели
нуклидов, всех и осколков, и, соответственно, исходного ядра. Как меняется вот такая парадигма двугорбого состава, если мы будем бомбардировать уран не тепловым нейтроном, а нейтроном достаточно энергичным? Ну вот у нас картинка. Значит, нейтрон с энергией 14 МЭФ. В целом структура двугорбой осталась, однако вероятность дна в 100 раз больше, чем тепловые нейтроны, ну а вероятность выхода осколков здесь чуть меньше, не 6, а 5. Немножко изменилось. А если мы будем теперь испытывать другие изотопы, например, изотоп номер 233, у него фактически то же самое структура осколков, как и урана-235, но рог пропал. Тем не менее, в принципе, та же самая закономерность неопровержимая, которая проявлялась и в структуре осколков урана-235. Я об этом говорю. Хаос ощущений. Непонятно что. Надо написать структуру, и все пропадает. В смысле, случайность. Все понятно, почему это структура. Правильно? Понятно. Уран-238. Великое открытие. Двугорбый, опять же, однако вероятность дна немножко увеличилась. Примерно 10 раз. Ну и, соответственно, у нас вот этот вот рог Телур-134 остался и для урана-235, и для урана-234. Ну вот я вкратце, значит, посмотрю, а что же происходит с другими нуклидами? Если возьмем, ну давайте, значит, поговорим сначала о структуре. Как я уже написал в своих 4 выпусках по нуклидам, все нуклиды состоят из кластеров. Тяжелые нуклиды состоят, те, которые говорил, начиная с радия и включая Ферми, номер 100, они обязательно включают вот этот, значит, кластер, который имеет 13 альфа-компонентов, этот кластер имеет 9 альфа-компонентов, и этот кластер имеет 5 альфа-компонентов. Конструктор всех нуклидов, эта субстанция, пользуется этими кластерами для сборки самих нуклидов. Она накручивает каждый кластер по центральной оси, которая составляет вот этот центральный альфа-кластер, это ось Z. На эту ось накручиваются все кластеры. Ну и, соответственно, формируется такая структура, которая предельно возможно быть симметричной относительно экваториальной плоскости. И, соответственно, так, чтобы соотношение высоты этой пирамидки и ее ширины по экватору было примерно одинаковое. Симметрия и по вертикали, и по горизонтали. Вот примерно такой принцип конструирования. Соответственно, для устойчивости этого 13 альфа-кластера необходимо 12 нейтронов, нейтронной упаковки по каждому по нейтрону на каждый компонент альфа. Ну и, соответственно, для тяжелых нуклидов вот этот конечный альфа-кластер может испускаться либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Это альфа-распад тяжелых нуклидов, который был зафиксирован еще на ранних стадиях изучения ядерной физики, радиоактивность. Итак, 12. Этот наногел 9 альфа-компонент имеет либо 8 нейтронов упаковки, либо 12. Для тяжелых в основном 12. Значит, если имеется такой кластер, то без 12 он вообще не существует устойчиво. Здесь тоже 12, ну а для пентагела либо 4, либо 8. Очень часто для тяжелых нуклидов, поскольку там очень много кластеров, используется для нейтронной упаковки, для стабилизации структуры 8 нейтронов нейтронной упаковки. Как эти кластеры формируют структуру остова нуклидов? Ну, тут показан, значит, 5-этажный, 6-этажный и 7-этажный остов. Это остов номер
98 Калифорнии, вот на Калифорнии 98, значит, у него 13, 13, 2 по 13, 9, 9, ну и симметричный экваториальный пентагел. В сумме получается 98 протонов и, соответственно, 98 нейтронов. Это остов. К этому остову необходима нейтронная упаковка. Какова нейтронная упаковка? Для наиболее устойчивого изотопа Калифорния. 12 и 12. Значит, 12 и 8. 12 и 8 это получается 20, и тут 20, 40. Здесь 8, 48 и 2 нейтрона, нейтронной упаковки вот на вершине. Получается 50. Значит, поэтому получается 2 на 98 плюс 50 получается 252. Поэтому состав наиболее устойчивого нуклида 252 только из-за того, что упаковка нейтронная. 12, 12, 8, 12, 12 и 2 здесь сверху. Уран. 5 альфа, 13, 13 и 5 имеется 2 экваториальных кластера. Относительно экваториальной плоскости вот эта структура симметричная. Ну и, например, значит, опять число протонов равняется 92 и столько же нейтронов. Ну и здесь, соответственно, 94 для плутония. Как делится этот нуклид? Поскольку эти нуклиды состоят из кластеров, которые накручены на единую Z-ось, то очевидно, что в этом месте, либо в этом месте, либо в этом месте резьба их накрутки друг на друга является самой слабой. Поэтому под воздействием теплового нейтрона происходит деление вот здесь. Причем, заметим, у урана 235 имеется еще один неспаренный нейтрон, который имеет спин, орбитальный момент 4 и спин 1/2, значит 4 минус 1/2, направление у них противоположное, получается 3,5. Вот этот неспаренный нейтрон обеспечивает некоторую связку или некоторую накрутку вот этой части на эту, или вот этой части на эту. Они одинаковые. Тепловой нейтрон является некоторым гаечным ключом, который откручивает либо в этом месте, либо в этом месте тяжелую часть от легкой части. В этом и является задача теплового нейтрона. Если нейтрон имеет не энергию большую, то у него ключ не подходит для того, чтобы открутить их друг от друга. Поэтому тепловой нейтрон. Его размер как раз соответствует, в кавычках размер, соответствует вот этому нейтрону, который здесь вот имеет, я вот здесь вот сюда, ось вращения. Значит, итак, почему тяжелые нуклиды, значит, от уран, плутоний, Калифорния имеют одинаковый массовый состав своего тяжелого осколка. Вот мы если мы посмотрим вот на эту часть тяжелую, здесь получается 13 плюс 9, 22 и 5, 27. Значит, легкая часть еще выкручивается из этого кластера, один альфа-кластер осевой, получается 26. Значит, левая часть склона пика является 26 кластеров. Значит, здесь посчитаем. Тяжелый осколок, вот это легкий осколок, а это вот тяжелый осколок. Тяжелый осколок, значит, 5 плюс 13, 18, и 10, 28, значит, выкручиваются два кластера легким осколком, два альфа-кластера сверху, получается 26. Опять получается 26, 26, и здесь 5 и 13, 18, и 8, 26. Значит, итак, все тяжелые кластеры при делении всех трех нуклидов имеют одинаковую структуру. 26 альфа-кластеров, это номер 52, это телур. И, соответственно, пик состоит из этих исходных альфа-кластеров, у которых
число альфа-структур уменьшается еще на один альфа-кластер или еще на два альфа-кластера. Поэтому получается, что такая FGH-структура однозначно описывает вот такую структуру легкого и тяжелого осколка. Ну, соответственно, значит, как размещается нейтрон упаковки для урана-235? Здесь 12 и 8. 12 и 8 – 40. И здесь будет 4, 4, 8, 48. Здесь один здесь 50. И один, который болтается. 51. Это будет уран-235. Уран-233 то же самое, только без этих двух вот навершинных нейтронов. То есть структура, FGH-структура однозначно определяет не только число протонов в большом и тяжелом и легком осколке, но и их массовый состав. Ну, после этого мы давайте опять вернемся к структуре уран-235. Я вкратце восстановлюсь в основном только на параметрах пиков вот этого пика и этого пика. Ну и вкратце покажем, каков состав обрыва тяжелых осколков, основания левого и правого склона, сами склоны и пики. Ну вот такая табличка, я ее долго комментировать не буду. Скажу, что здесь имеются соответствующие такие части спектра, массового спектра. Ну и тут выделены нуклиды, которые соответствуют пику осколков. Значит, более подробно я сейчас эти пики представлю в табличках. Это все экспериментальные данные. Я тут ничего не сочинил. Это все данные, которые приведены в справочниках и в соответствующих монографиях. Значит, у нас имеется, вот выделен, значит, это осколок тяжелый состав, это легкий осколок, это пик. Значит, соответственно, в основном тяжелый осколок состоит из изотопов теллура, ксенона и бария. Правый склон – это церий, а левый склон – это олово, номер 50. Ему соответствующие осколки меньшие, которые состоят из циркония, стронция и криптона. Значит, соответственно, какой-то нуклеид отсюда образуется вместе с нуклеидом отсюда. Ну и здесь даны параметры, соответственно, нейтронная упаковка, вот она, а также массовый состав всех этих кластеров. Значит, вот он дан. Вот. Итак, пик большой от 133 до 140 – это теллур. Виноват. До 136. От 137 до 140 – это ксенон, и от 141 до 144 – это барий. В основном. Имеются и другие изотопы. Ну и здесь, соответственно, это все изотопы в основном циркония, здесь изотопы в основном стронция, а здесь вроде бы должны существовать изотопы криптона. Четным числом протонов, потому что альфа-компонента включает 2 протона, четное число. Вот теперь мы посмотрим отдельные части этой общей таблицы. Вот табличка. В этой табличке представлена треть пика. Это тяжелый осколок, в основном, как мы видим, является барий. Часть имеет изотопы ксенона и часть изотопы церия, ну и лантана и, соответственно, цезия. Это относительная
вероятность выхода изотопов бария. Ну и, соответственно, для иллюстрации я показываю на следующем слайде отдельно формирование изотопа барий 144, и, соответственно, ему соответствует изотоп криптона 90. И тут вот два примера я показываю. Значит, это происходит следующим образом. Итак, мы имеем деление только по этой плоскости. Соответственно, это структура легкого осколка, структура тяжелого осколка. Посчитав число протонов, получаем барий. Число протонов вот здесь барий. Посчитав число нейтронов, которое соответствует каждому кластеру, получаем 100 нейтронов. В сумме получаем изотоп барий 144. Ему соответствует вот этот осколок. Посчитав число протонов в этих двух кластерах, число нейтронов упаковки, получаем, соответственно, криптон. Другой пример отсюда же. Если мы теперь одновременно выкручиваем из легкого осколка осевой альфа-кластер, то мы получаем, соответственно, вот такую структуру тяжелого осколка и такую структуру легкого осколка. Это получается церий 147, ну и, соответственно, здесь получается стронций 80. Стронций 80. Значит, ничего заумного, это просто тривиальный подсчет числа протонов-нейтронов в каждом осколке и соответствующая нейтронная упаковка. Если мы возьмем теперь другую часть спектра, пика, вот эту часть, то мы увидим, что в основном это изотопы ксенона, вот их наибольшая вероятность по сравнению с другими, а легкий осколок – изотопы стронция. Ну и вот показаны на следующем слайде, как делятся с получением ксенона и стронция. Значит, при этом выкручивается один альфа-кластер из тяжелого осколка и прикручивается к легкому осколку. Этот его вводит. Ну, считая, соответственно, число протонов в кластерах легкого осколка, тяжелого осколка и соответствующую нейтронную упаковку, получаем, что мы имеем тяжелый осколок ксенон 138 и, соответственно, стронций 96. Наконец, возвращаясь к предыдущей картинке. Если мы посмотрим относительно вероятность, мы увидим, что, в принципе, криптон имеет выход по вероятности меньше, чем выход изотопов рубидия. Криптон номер 36, рубидий номер 37. Только в одном случае, вот в этом случае, криптон имеет большую вероятность. А вот для этого сочетания у нас вероятность выхода рубидия больше, чем вероятность выхода криптона. Почему? Какой ответ на это? Это единственное исключение, которое имеет место, когда осколок с нечетным числом нейтронов, протонов имеет выход больше, чем осколки с четным числом протонов. На этот вопрос пока ответа не было дано, я постараюсь на него ответить. Это и соответствует этому случаю. Значит, когда у нас имеется то же самое барий 144, а вместо криптона один нейтрон в процессе выкручивания испытывает бета-распад и преобразуется в протон. Получается, вместо криптона получается меньший осколок рубидий. Почему? Почему? Очевидно, должна быть какая-то причина. Значит, мы эту причину постараемся объяснить. Вот наше деление, которое мы посмотрели. Это получается
легкий осколок. Чтобы преобразовать вот такую структуру исходного нуклида в структуру основного состояния криптона, необходимо конструктору субстанции сделать манипуляции, скрутить четверку отсюда, накрутить ее вот здесь, скрутить четверку отсюда, накрутить ее здесь, чтобы получить альфа 1, 3, 5, 5, 3, 1. Это действие для субстанции, для конструктора достаточно непривычное, очень долго крутить, совмещать, чтобы была симметричная структура. Поэтому он поступает простым способом. Он преобразует вот такую структуру вот такую. А эта структура исходного нуклида с одним протоном преобразуется в структуру рубидия, которая имеет, соответственно, 9 нейтронов исходного, и она, вот эта структура, формируется гораздо проще, конечнее, чем такая структура. Поэтому вместо структуры криптона, которая должна была бы, по идее, формируется структура рубидия. Рубидия. Это опять объясняется сообразной структурой малого осколка. Ну, тут еще показано, скажем, преобразование вот такой структуры в структуру ксенона. Значит, отсюда 4 сюда, получается 3 плюс 1, и получается структура 3 плюс 1, 5, 9, 5, а вот это 4 опять в 3 плюс 1. Значит, такая структура получается очень естественно из исходной структуры. Просто из вот этого четверка скручивается вот сюда, и получается такая структура цезия, ксенона. Значит, еще раз. Возвращаемся к нашей табличке, последней трети нашего пика урана. Здесь у нас наиболее вероятный теллур и легкий осколок цирконий. Ну вот посмотрим, почему у нас был теллур-134. Видите, вероятность его выхода намного больше, чем вероятность выхода всех других химических элементов. Больше, чем иода, больше, чем ксенона. И, конечно, больше, чем сурьмы и олова. Ну, это картинку такую сейчас посмотрим, как происходит деление для этой картинки. В этом случае у нас, соответственно, выкручиваются два осевых альфа-кластера из экваториальных кластеров. Это получается теллур 134, а это получается осколок цирконий 100. Цирконий 100. Ну и мы видим, что в принципе, можем потом посмотреть на картинке, что из этой структуры, вот тяжелой структуры, достаточно просто получить структуру теллура. Достаточно вот отсюда эти 4 кластера сюда перекрутить и эти снабдить осевым альфа-кластером. Отсюда один и отсюда один. Получается структура теллура 134 в упаковке. Вопрос следующий. Имеется примерно 1% деления с выходом альфа-кластеров. Вылетает альфа-частица. Откуда она взялась? Альфа-частица всегда вылетает тогда, когда она выкручивается или большим осколком, или легким осколком. Вот тут выкручивание легкого осколка. Если у нас имеется вот такая структура тяжелого осколка, то он не может альфа-кластер излучить. Поэтому альфа-кластер излучается либо от правого склона тяжелого осколка, вот здесь, либо от правого склона легкого осколка. Для левого склона и для вершины никакого смещения нет. Поэтому альфа-кластер – это есть альфа-кластер, который выкручивается большим осколком из мелкого, вот этот альфа-кластер,
либо легким осколком из большого осколка. Опять вот такой массовый спектр однозначно подтверждает механизм выкручивания одной части нуклида от другого. Два слова об энергии. Значит, при делении урана у нас получается два осколка, тяжелый и легкий. Ну и, соответственно, имеется энергия распада, которая связана с разностью энергии связи исходного нуклида и суммы энергии связи конечных нуклидов. Ну, примерно вот такая картинка, это экспериментальная. Мы видим, что в основном энергия – это энергия кинетических осколков, но имеется энергия гамма-квантов, энергия нейтронов, энергия бета-частиц, ну и энергия нейтрино, которая вылетает и которая при делении никак не может быть уловлена или каким-то образом использована. Это энергия бесполезная, это нагрев окружающей среды. Вопрос небольшой. При каком составе осколков энергия осколков, например, энергия легкого осколка будет максимальная? При каком? Очевидно, имеется два критерия. Один критерий – надо, чтобы нейтроны из определений не вылетали, чтобы энергия нейтронов не уменьшала энергию кинетических осколков. И второе – желательно, чтобы соотношение осколков по массе тяжелого и легкого было как можно более большим. То есть, чем легче легкий осколок, тем больше его энергия, часть его энергии, которая является энергией кинетической. Какой осколок обладает таким свойством? Значит, такой осколок – это вот осколок, который имеет остров Германии. Значит, у Германии он получается вот таким образом. Значит, это вот легкий осколок Германии. У него остров имеет 3, 5, 5, 3, получается 32 на 2, получается 64, плюс он собой уносит 16 нейтронов. 12 отсюда и 4 отсюда. Получается, масса этого вылета ровно 80. Ну, или, может быть, вот такой селен, у которого масса 85. Так ли это или не так? Посмотрим. Значит, были измерены и представлены данные, которые показывают, что действительно максимальная энергия имеет место для изотопа Германии 80, изотопа селена номер 85. Однозначно подтверждает кластерную структуру и основного исхода, и его осколков. То же самое можно сделать и для тория. У него тяжелый осколок точно такой же, как и у урана и у плутония. Значит, вот торий делится. Это легкий осколок, это тяжелый осколок. Это структура тория исходная 5, 13, 9, 13, 5. Значит, у него экваториальным является нуклид наногел. Ну и, соответственно, деление происходит либо по этой плоскости, либо с выкручиванием этого альфа-кластера, либо этого альфа-кластера. Соответствующие числа протонов, нейтронов тут приведены, ну и осколки имеют четкое, соответственно, представление. Значит, это правая граница пика, значит, а это левая граница пика осколков. Так можно посмотреть абсолютно все варианты деления. Для плутония, соответственно, это экспериментальные данные, тяжелый осколок точно такой же, как и для урана, а легкий, соответственно, чуть-чуть побольше. Ну и соответствующие имеются для плутония. Значит, опять делится либо здесь, либо здесь. Это вот будет легкий осколок, это будет тяжелый осколок. Получается комбинация молибден
и теллур, и здесь цирконий и ксенон. Можно посмотреть все осколки и по массе, и по химическому составу. Да, сейчас заканчиваю. В Калифорнии то же самое можно сделать. Посчитать. Наконец, изотоп радия. Я воспринял или позаимствовал эту картинку из доклада прошлогоднего Сабурова-Роровского. Вопрос. Если этот нуклид делится, какого спектра осколков это деление? Двугорбый или нет? Он симметричен относительно экваториальной плоскости. Ну и, соответственно, упаковка наиболее устойчивая. Значит, получается 12, 12, 12, 12, 48, и 2 сверху снизу, 50. Ну и получается 88 на 2 плюс 50, 226. Это наиболее устойчивый изотоп радия. Соответственно, естественно, по структуре осколки имеют симметричное распределение относительно центра. Либо вот так делится, либо с выкручиванием одним из осколков пентагела из другого осколка. Почему пентагел? Потому что он очень по своей структуре, у него ось вот такая, тяжелая ось. Из нее можно выкрутить пентагел. Ну и, соответственно, мы имеем числа какие здесь? 114, 108. Это примерно середина. Максимальный выход. Если и так выкручиваем, получаем здесь слева 86, а здесь 139. 86, 139. Значит, итак, если у нас имеется (86, 139), ну это вот серединка. Если еще у нас минус 4 нейтрона излучения, получается 135. Если у нас будет немножко другая картинка выкручивания двух альфа-кластеров осевых или выкрут тригела, получается у нас 126, 99, ну и тут, соответственно, 99 и 126. Значит, это менее вероятное деление, и эта вероятность будет меньше. Ну и получается вот такое вот распределение. 86, 139. Ну и, соответственно, значит, минимум тут получается 99 и 126. Правильно или неправильно? Вопрос. Кто скажет? Или я не прав? Что? Это экспериментальные данные, это не я, это ответ природы. Это сколько будет? 139. Это будет сколько? 86. Вот этот провал сколько будет? 99. Это будет сколько провал? Нет, это треугольник получается. Никакой мифологии здесь нет. Все дело в том, что... Что? Нет, там надо назвать треугольник, потому что там вероятности не сильно... Вероятность тут 2, а тут 4, почти одинаковые. Но он меньше, но, конечно, я сказал, что выход больше и выход меньше. Это максимум будет. Здесь, если выход открут альфа-кластера, это открут пентакластера, а это открут 2 альфа-кластеров или 3. Вот эти 2. Нет, ну называйте треугольник, не называйте. Как называть? Это одногорбый. Вот, одногорбый, да, но как бы он такой склонной структуры получается. Так я показал, почему. Понятно. Я так что не называйте треугольник.
Но горбы называется все равно одногорбы, потому что это права. Одногорбый. Если у нас имеется, соответственно, Ферми. Ферми тоже имеет структуру симметричную. 3, 9, 13. И здесь 3, 9, 13. Делится пополам. Симметрично. Какая структура будет? Двугорбая или одногорбая? Такая же, но осевой кластер у Ферми тригел, поэтому нет возможности выкрутить одному осколку из другого пентагел невозможно, поэтому этот пик будет уже, и, соответственно, он будет относительно серединки вот таким. Поскольку я уже время перебрал, я постепенно заканчиваю. Что по этому поводу отвечает существующая парадигма на основе вот такой картинки? Она говорит, что, наверное, имеются еще и какие-то особые квантовые числа, магические, Z50, N82, поэтому вот тут будет олово. Или Z50, или Z неизвестно какое, а N равняется 50, будет вот этот вот склон. Я считаю, что вот такого рода придумки ничего полезного для понимания структуры не формируют. Ну и в конце своего заключения я ничего не говорил о Кюри. У Кюри имеется вот такая структура массового распределения. Об этом можно говорить еще часа полтора, времени нет, поэтому я это пропускаю. И одно замечание. Мы говорим, что два осколка друг от друга не отделяются, а друг из друга выкручиваются. Вот этот процесс выкручивания отмечается экспериментально. Это вывод из экспериментальных данных. Ротационный эффект. Ну и все некоторые качественные свойства говорят, что это процесс выкручения. Ну и в конце я снова повторю то, что сказал Амальди. Почему кластерная модель не изучается в школе? Не могу понять, почему. Спасибо за внимание.